Сон в Венеции. Это стандартная комната XV века, которая принадлежит богатой женщине в Венеции. Эта женщина спит в своей кровати. Ей что-то снится, что-то важное. Прежде чем узнать, что ей снится, нам нужно сделать анализ символизма. Тогда мы сможем оценить, насколько мастерски художник вложил в эту картину несколько смысловых реальностей: будущее, настоящее и метафизику. Мы видим, что главная героиня спит одна. Обратите внимание, что ее голова как будто упирается на руку. Ладонь в форме раковины возле уха. Это указывает на то, что она что-то слушает. Она слушает, что ей говорит ангел, который пришел в ее комнату, пока она спит. Рядом с кроватью стоит стул. Он тоже пустой. Этот символ говорит о метафизической реальности, потому что ее комната по всем признакам супружеская. Она вся наполнена символами, которые об этом говорят. Мы видим растения в классическом венецианском окне. Два горшка не случайные. В одном горшке вечно зеленый эвкалипт, мирт, который символизирует плотскую любовь. Во втором горшке красные гвоздики. Они означают обручение. На портретах эпохи Ренессанса гвоздики – типичный атрибут женихов и невест. Они очень часто символизировали духовную любовь. Но здесь мы видим еще и бутоны гвоздики. То есть некоторые цветы еще не расцвели. Это дополнительный символ. Бутон гвоздики – это знак обещания верности в браке. На заднем фоне этих двух горшков мы видим плетень сада. Такой заборчик часто использовали в саду. Это говорит о том, что эти два растения самые главные во всем саду. Чуть позже вы поймете почему. Еще один знак, который символизирует супружескую верность – вот эти синие тапочки у кровати. Напомню, что в Старом Ветхом Завете для супругов даже пол в комнате считался святыней, как бы святой землей. Поэтому и в эпоху Ренессанса сброшенная домашняя обувь на пол символизирует верность в браке. Здесь есть еще более популярный символ верности в браке. Это белая маленькая собачка у кровати. Собачка стоит на страже верности. Возле собачки мы видим корону, которая говорит о статусе, о королевском статусе. Надпись на бумажке трудно разобрать, но на ней написано «Божественные вести благоприятные». Хотя не особо. Дальше мы видим стол. Он рассказывает о хозяйке комнаты. На столе стоят песочные часы. Они символизируют не только быстротечность времени, но также они символизируют то, что время уже пришло. Пора. Час настал. Возле часов мы легко узнаем маленький часослов в весьма популярной форме XV века. О том, что время пришло, также говорят и приоткрытые книги. Обратите внимание, как они мистически приоткрываются, и все они озарены светом от фигуры ангела. На заднем фоне стоит подсвечник и сосуд со святой водой. Мы их также видим и на левой стене. Это атрибуты молитвы. Хоть эта картина полностью на христианский сюжет, но в нее вплетены и языческие символы древнего мира. Per esempio, например, эти две скульптуры. Венера означает супружескую добродетель, любовь. И скульптура Водолея – это еще одна супружеская добродетель, которая означает плодородие. Главную героиню картины зовут Урсула. Она еще не стала женой. Ее хотели видеть женой сына короля Англии Эрей. Именно поэтому мы видим корону у подножия кровати, а не рядом с ней. Она еще не стала королевой. Она поставила королю два условия. Первый. Он должен принять христианство. И ради ее любви он принял ее. Поэтому они были помолвлены. Второе условие. Они вдвоем должны сделать паломничество в вечный город Рим. По легенде, ей в дороге приснился этот ангел.
от него исходит мистический свет. Но ангел пришел утром, а не ночью. Мы это знаем, потому что мы видим, как солнце встает и свет льется из окон. В окне голубое небо. Сам ангел, он как будто реальный, а не призрак или фантом. Мы видим на полу тень от его фигуры. Ангел сказал Урсуле, что на обратной дороге из Рима ее ждет мученическая смерть. Поэтому он и держит в руках пальмовую ветвь, которая является символом мученичества. Световые лучи как бы исходят из груди чернокрылого ангела. Он весь в свете, и сам он является источником света. Но обратите внимание, что его лицо немного в тени. Его лицо почти хмурится, потому что он приносит печальную весть о ее судьбе. История заканчивается тем, что на обратном пути паломники из Рима вместе с Урсулой, дочерью короля Британии, отправились через Кёльн, который был захвачен гуннами. Варвары пленили всех, в том числе и 11 тысяч девственниц, которые сопровождали Урсулу. Сама Урсула была так красива, что к ней воспылал страстью полководец гуннов. Он захотел взять ее в жены, но она ответила отказом, за что гун казнил ее с помощью тучи стрел. Она так и не стала женой, но после смерти она стала христианской мученицей, покровительницей свадьбы и счастливого брака.